перед тем, как нашим коллегам дать возможность задать их интересующие вопросы, я бы обозначил так. Приятно всегда беседа двух умных людей. Как Спасибо. сделать так, чтобы число людей, вовлеченных в обсуждение неформальных проблем Северного Кавказа, да и не только Северного Кавказа, России в целом, оно не просто сводилось к обсуждению тем, но и имело какой-то конкретный практический выход. Ведь главный вопрос — это перевод слова в дело. Вы, как человек, который занимается на практике решением этих вопросов, какой рецепт, по-вашему, существует? Нужно объединять усилия с единомышленниками, нужно вырабатывать какие-то смыслы, оформленные в какие-то проекты. И эти проекты уже должны быть, естественно, с осознанием реальных возможностей. И начинать с малых дел. И вот эта стратегия малых дел, вот я считаю, что в нашей стране, к сожалению, или к счастью, вот именно таким путем мы можем прийти к какому-то большому действию. Если говорить о конкретике, допустим, мы, Российский конгресс народов Кавказа, убежден, что будем активно сотрудничать с Вестником Кавказа. И какую-то, скажем так, форму реализации каких-то проектов, доведения, вернее, проектов до реализации мы покажем на примере нашего сотрудничества. Я думаю, что это очень хорошая идея, и со своей стороны я бы хотел предложить, что наши скромные возможности используйте на то, чтобы число тех ньюсмейкеров молодых, которые в вашем пуле работают, расширить и дать им возможность выхода в информационное пространство. Коллеги, пожалуйста, вопросы. 70 лет, который был, когда существовало советское общество, которое очень многого хорошего дало, Ну, в отношении религии, мы помним, что были структуры, которые назвали безбожниками и так далее. И самое главное, самое существенное, что было сделано, и очень было сделано плохо, были ликвидированы те учебные заведения, мадраса, те высшие учебные заведения, где готовили на самом деле знающих людей, то есть этих кадров это тоже люди, которых мы называем духовенством. И, наверное, сегодня главная проблема в том, что потеряно научное познание и знание самого Корана и Ислама, с одной стороны. С другой стороны, нет этих кадров, которые могли бы, получившие это образование, мадраса это где-то уровень, скажем, техникума или колледжа, как сегодня сказано, да, или высшее учебное заведение, это те же институты и университеты, которые давали не только религиозное, но и светское знание. С другой стороны, экономические проблемы, и третье, демографические проблемы, то есть молодежи больше и работы нет. Это самый высокий уровень безработицы, к сожалению, в Северном Кавказе, в связи с тем, что демография больше молодых людей, которых потребность к работе. В связи с этим особенно актуальным становится кадровая подготовка. Что было сделано с 1991 по 2010 год, какой карт-бланш был дан для этого. И на сегодняшний день можно ли сказать, что есть те учебные заведения, которые готовят на самом деле тех специалистов, которые будут приносить на самом деле ценности Корана, а не то, что придуманные, которые называют разными терминами, но все это не имеет к Корану никакого отношения. Спасибо. Спасибо. К сожалению, приходится говорить о деградации всей образовательной системы, не только в сфере исламского образования. Здесь уровень образовательный был на крайне низком уровне. Да, это касается школ, это касается средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений. Проблема еще была связана с тем, что был крайне низкий престиж знания вообще как знания. Да? Был престиж диплома, но престиж знаний напрочь отсутствовал. Сегодня, конечно, происходит некое переосмысление, но в то же время те подходы, которые сегодня существуют в вузах, да, получение образования и так далее, они не способствуют тому, чтобы образование каким-то образом реформировалось. Здесь нужны кардинальные решения, кардинальные какие-то меры.
Что касается сферы исламского образования, я с вами полностью согласен. К сожалению, в годы советской власти были уничтожены не просто мадресе, было уничтожено целое поколение исламских ученых, носителей исламской истины, исламской традиции, и ученых, кстати сказать, не даже регионального масштаба. Очень много было ученых мирового масштаба. То есть еще в свое время Крачковский писал, говоря о дагестанских ученых, он говорит, что дагестанские ученые, они являются преподавателями, яркими учеными в крупнейших, лучших вузах Ближнего Востока, то есть что их труды, они почитаемы даже в самом Ближнем Востоке, то есть, а это труды были написаны на арабском языке, арабский язык был языком деловой государственной переписки в том же Дагестане. И уровень исламской мысли, исламских знаний на Кавказе был очень высок, и труды их до сих пор преподаются в некоторых вузах Ближнего Востока. И, естественно, годы воинствующего атеизма сыграли свое дело, и мы сегодня имеем дело с многочисленными мадресе, институтами, созданными, но в то же время они находятся на крайне низком образовательном уровне. Они не могут дать то, о чем вы говорите. Именно поэтому, к сожалению, они не престижны, и туда идет далеко не самая подготовленная часть молодежи. К слову сказать, да, и вот справедливости ради, надо сказать, что российская политическая власть, она в этом крайне заинтересована. На это дело уделяется достаточное количество средств. Об этом неоднократно заявлялось, о важности воспитания своих религиозных кадров здесь, в стране, чтобы не отправлять ребят за рубеж. И, конечно, на этом этапе я вынужден заявить о том, что мы не способны готовить кадры сами. Мы не способны силами тех представителей официального духовенства, которые у нас сегодня есть. Но, к слову, скажу, что ни одного выпускника, то есть полноценного выпускника, то есть человека, который получил полноценное религиозное образование, в том числе зарубежных исламских вузах, нет в лесу. Нет в лесу, и это статистика, которая отмечается по всему миру, то есть ни в одних радикальных движениях нет выпускника, есть недоучки, есть люди, которые там где-то чего-то понахватались, самоучки там или у кого-то учились, но человек, который получил системное образование, он не уходит в лес. Насколько мне известно, вас привлекали в качестве одного из разработчиков так называемого кодекса москвича. Был такой? Он был, да. Расскажите, на каком этапе? История, да. Дело в том, что и Москва действительно всегда была открыта для всех. Именно поэтому Москва стала мегаполисом, потому что не замыкалась, а открывала свои двери для всех. И в Москве привлекала не только материальные блага привлекали, да, но привлекали традиции гостеприимства, добрососедства, уважения друг к другу, высокие культурные требования, да, высокий образовательный уровень в Москве. То есть все эти вещи, была идея изложить в некий такой документ, который носил бы рекомендательный характер, как для москвича, так и для приезжего человека. И он понимал бы, да, москвич это человек, действительно, прочитав этот документ, он понимал бы, москвич это человек, на которого следует равняться. Я бы тоже хотел стать москвичом. И вот, кстати, мы в Конгрессе, в Российском Конгрессе народов Кавказа уже года 3, как вот кодекс Кавказца, но мы его еще не опрезентовали, не распространяем вот так вот массово. Он есть, и он вызывает восхищение как у кавказцев, так и у представителей других. Как удается решать или снижать зоны напряжения между самими кавказскими народами, как на самом Кавказе, так и в Москве? Вот опять-таки, применить то, что у вас большой акт. Очень хороший вопрос. Действительно, на Кавказе отмечается высокая конфликтогенность, и она проходит по различным линиям. Да? Это межнациональные, это межконфессиональные, это внутриконфессиональные, это земельные вопросы, это клановые вопросы. То есть вот это клубок конфликтов. И действительно здесь мы отмечаем нехватку социальных институтов, которые бы
позволили бы проводить профилактику, сдерживать эти конфликты. И в случае таких конфликтов вмешиваться с тем, чтобы их как-то регулировать. Их нет, этих вот сдерживающих таких вот институтов, инструментов. Они вот испокон веков всегда на Кавказе существовали. И здесь актуализируется роль общественных объединений, авторитетных общественных объединений, которые действительно были бы площадкой интернациональной, межконфессиональной. Здесь Конгресс, Российский конгресс народов Кавказа уникален в своем роде, потому что подобного рода структуры нет. Есть национальные, есть конфессиональные структуры, но вот такой вот общей площадки для всех ее нет. Поэтому здесь Конгресс будет усиливать свою роль, свое участие как вот института народной дипломатии на Кавказе. И это очень востребовано, мы об этом очень много говорили с разными людьми. Здесь мы будем свое присутствие именно вот в этом ключе будем усиливать на Кавказе.